Всем привет. Вчера у нас было 2 провальных расклада, 9 человек только оставили свой комментарий. Вот, значит, и посмотрели, да, кому нужны. И давайте сегодня у нас "Что судьба для твоей личной жизни приготовила?". И, конечно же, приглашаю всех в проживание арканов, в эзотерическую библиотеку обязательно. Кстати, эзотерическая библиотека, она только на Бусти. Вместе с ней доступны закрытые расклады. Там более подробно, более глубже, более интересно. Так. И в самой библиотеке более 900 книг и аудиокниг, некоторые уникальны. И, конечно же, в манифест. Хотите научиться чистить себя, чистить чакры, защиты ставить — это все в манифест. В проживании арканов вы научитесь потоково читать карты, вам не нужны будут инструкции, какие-то там обучения, каждый аркан через себя пропустите. Ну и, соответственно, там психологическая сильная проработка. Вот как расстановки, только в разы сильней. Поэтому добро пожаловать тем, кто хочет, как говорится, добро пожаловать. Я каждому человеку рад. И даже есть такие, которые подписываются на проживание арканов, на библиотеку, но их не проходят. Обязательно проходите. Я знаю, что вы в основном хотите просто меня поддержать, но проходите, пожалуйста, арканы. И все. Давайте начнем наш расклад. Единички. Что сейчас в твоей жизни происходит, это сигнификация. Чтобы ты поняла, для тебя это или нет. А у тебя на краю развода ты стоишь. А тут по-другому никак. И вот это вот не внезапный какой-то там взрыв, да, а медленное накопление вот этого всего накопилось. Внешне все стабильно у вас. Ну, выглядит, я имею в виду. Там дом, быт, привычки, дела общие. Вы вместе платите по счетам, вместе обсуждаете покупки, вместе отпуск планируете, как будто ничего. Но внутри все трещит. Ты прям чувствуешь, что связь угасла. Он тоже это чувствует. Он стал отстраненным, ты стала раздражительной. Разговоры у вас скатываются в упреки. Кто больше вкладывает, кто меньше делает, кто прав, кто виноват. И ты видишь, как он на тебя смотрит без вот этой искры, которая раньше была. И сама уже ты не тянешься к нему. Компот вообще по праздникам, если есть. На днях вы планировали там поужинать, но он поздно пришел, опоздал. Ты молча спать ушла. Он даже не спросил, почему. И это повторяется. Ты уже думаешь о разводе не как о трагедии, а как о неизбежном. Там уже все продумала, судебные вот эти бумаги, раздел имущества, разговоры с детьми, все это уже в голове есть. Ты боишься одиночества, но и продолжать так ты не можешь. Это твои мысли, я тебе не говорю, что делать. Твоя жизнь сейчас как вот дом, который выглядит крепким, но фундамент вот подмыла вода. Ты собираешь силы на финальный шаг, потому что ты понимаешь, дальше будет только хуже. И тут не про драму, нет, тут про усталость от вот этой фальшивой стабильности. То есть ты сейчас на этапе, когда нужно решать, и это решение, оно уже зреет. Что судьба приготовила для тебя, для твоей жизни и так далее. Ну, знаешь, судьба тебе период приготовила, где ты будешь бороться за свое место в новых отношениях. Но в итоге это приведет
к стабильному партнерству. Знаешь, после развода, который вот случится в ближайшие месяцы, ты войдешь в такую фазу, где познакомишься с несколькими мужчинами. И это будет как соревнование. Они все интересны, но с разными подходами. Один будет настаивать на быстром компоте, а другой на общих планах. И ты почувствуешь себя в центре внимания, но это вызовет конфликт внутри тебя. Ты будешь выбирать, будешь с собой спорить, будешь пробовать. Через несколько месяцев после развода ты пойдешь на какой-то корпоратив, возможно, новогодний, ну или встречу с подругами, и познакомишься там с мужчиной, который сразу даст понять, что видит в тебе будущую, как говорится, ну, будущего партнера. Но рядом будет еще один, более настойчивый. Но ему компот только. И вот ты будешь метаться, потому что лапшу вешать вот этот компотный очень хорошо умеет. Потому что ты сразу начнешь строить у себя в голове вот эти замки из песка. Судьба тебе не просто роман с ними подарит, а вот отношения, где ты с одним из них будешь строить будущее. Планы на дом совместные, там чего-то, общие поездки. И ты понимаешь, да, я не про компотовские. Судя, как сказать, будущее вариативно. У тебя два выбора. Выберешь правильного, будешь планы, как говорится, строить хорошие. Выберешь компотного, у которого страсть искра, но ты же перед этим, как сказать, фикус остановишься. И вот если остановишься, то ждет хорошая судьба. Не остановишься, он компот, и все, давай, прощай, подруга. Я пошел дальше, меня ждут остальные девушки. Как стать счастливой? Знаешь, нужно научиться принимать то, что предлагают, и вкладываться в это, без спешки, без компотных историй. Ты знаешь, ты очень часто от хороших возможностей и от этого отмахиваешься. Что они кажутся тебе там недостаточно яркими, недостаточно идеальными. Перестань. Начни брать то, что есть, и растить из этого, как говорится, красивый цветочек. Если мужчина предлагает простую встречу, то иди не жди. Не жди, что он там фейерверк устроит. И если мужчина предлагает, там, еще не виделись, давай посмотрим вместе у меня дома кино, то включай мозги. Ты знаешь, что под этим скрывается. И не нужно саму себя там оправдывать. А вдруг мы реально кино посмотрим? Нет, ты прекрасно знаешь, что, чем это все закончится. Ты знаешь, поймешь, что радость, она в процессе, а не вот в быстром результате. Понимаешь? Кирпичик за кирпичиком нужно строить, а не мгновенно компоты и думать, что он на тебе женится. Не женится. Какой совет? На данный момент перестань висеть в этом подвешенном состоянии и быть жертвой. Твоя проблема, она в том, что ты позволяешь вот этому всему тянуться бесконечно, надеясь, что все само разрешится. Но ничего не меняется, пока ты не сделаешь шаг. Если в отношениях все висит, то что нужно делать? Правильно. Точку поставить. Ну, сначала, конечно, поговорить. И прямо ему скажи, это вот не работает, это не работает, давай заканчивать. Или что-то делай. Вот неделя. Если работа не радует, найди новую. Но не увольняйся со старой сразу, а новую пока не найдешь, не уходи. Не жди, что там тебя уволят и все рухнет. Счастье, оно в движении, а не в ожидании. И начни с малого, понимаешь? Каждый день он приближает тебя к изменениям. Сегодня там резюме сделай, завтра запишись на встречу с подругой. Перестань быть пассивной жертвой обстоятельств, потому что ты сильнее, чем ты думаешь. Жизнь в свои руки возьми и увидишь, как все начнет налаживаться. Понимаешь? Обязательно подпишись на канал, жмякни на колокольчик, а мы перейдем ко второму варианту.
Да уж, двоечки. Ну, а как вот ты хочешь, чтобы я тебе это по-другому трактовал? Так что готовься. Готовься. Что сейчас в твоей жизни происходит? Ну, сейчас все на тебе. Ты прям держишь дом на себе, деньги на тебе, все бытовые дела под контролем. И при этом живешь на разорванном сердце. Почему не он тебе изменяет, а ты ему? Потому что это ты. Ну, оправдывать не буду и ничью позицию за этот, как его, занимать не буду. Ну, ты просто давно не получаешь тепла в своей вот этой паре. И закрыла этот пробел на стороне. И связь тянется не ради азарта, а потому что там дают внимание, простые вещи, которых дома нет, да? И ты это аккуратненько прячешь. Переписки чистишь, встречи ставишь днем, делаешь вид, что там в магазине задержалась, что по работе вызвали, а внутри пусто. С ним под одной крышей ты вежливая. Делаешь все как надо, как должна, как говорится, жена. Но в глаза почти не смотришь, да? А он это чувствует, поэтому все чаще молчит. Днем ты сильная хозяйка с рабочим хватом, как говорится. Вечером на кухне сидишь и тихо дышишь, чтобы не сорваться. Ты не оправдываешь себя, нет, хотя оправдываешь. Оправдываешь. Потому что он то-то, 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 то-то не дает внимания. Я не буду ничью сторону занимать и нотации читать, но ты оправдываешь себя вот этим. Ты больше не веришь, что дома что-то оживет. И поэтому ты дистанцию держишь, мысленно считаешь вот эти варианты выхода из этих отношений. Что судьба для твоей личной жизни приготовила? Ну, тут понятно, да? Резкий поворот без красивых прелюдий. Секрет вылезет не из большой драмы, а из мелочи. Телефон на столе, сообщение пришло не с тем именем, экран загорелся и вопрос, от которого не уйти. Разговор, знаешь, он сорвется в жесткий тон. Каждый скажет, что копил месяцами, как ты, так и он. Потом соберешь сумку, снимешь небольшую квартиру рядом с работой и сама уйдешь. Не из каприза, а потому что все уже сломано. В этой тишине тебе станет страшно, но зато легко дышать будет. Через пару недель тебе придет понимание, что назад дороги нет. И вот этот человек, с которым ты знакома, он предложит помощь с переездом, бытовыми вопросами, и ты согласишься. Сразу ты не переедешь, ну как сказать, не переедешь с ним жить там на серьезный. Ты себе время дашь, но ты почувствуешь нормальную опору без давления. Судьба выкинет вот эту старую конструкцию и оставит тебе чистую площадку. Дальше пойдет движение без скрытности, без ночных проверок и прочее, прочее. Счастливый как стать. Знаешь, сейчас ты на два фронта живешь, вот на данный момент. А счастье твое начнется, когда ты перестанешь это делать и сделаешь один ясный выбор. Сначала вывези себя в спокойную среду. Там другой район, другой маршрут на работу. Убей вот эту привычку оглядываться на там старые привычки, старые обещания. Дальше выбор человека, формат связи. Не крути вот эти две линии одновременно. Если встречаешься, то встречаешься. Если нет, то нет. Сейчас ты запуталась. Начинай разговоры без намеков и без вот этих длинных пауз. Понимаешь? Убери из своей жизни вот эти серые переписки, где нет конкретики, нет ничего, потому что ты бы давно от него ушла, если бы была конкретика от второго. А ее тоже нет. Ее тоже нет. Какой совет? Знаешь, тебе нужна позиция человека, который действует и отвечает за свои слова.
За свои поступки также. Не жди удобного момента. Вот сама для себя назначь дату финального разговора и соблюди ее. День разгрузи, документы собери, реши вопросы с жильем, не тяни. Понимаешь? Равняйся на вот эту энергию, бери инициативу и начинай, потому что, как сказать, если он теряет темп уже, вот в этих всяких компотах, страстях, и тебя это не устраивает, не вытаскивай, тему закрывай, дальше иди. Тебе нельзя возвращаться вот в эти полутона. Твоя сила сейчас в ясных целях, в коротких шагах, там, в смелости, чтобы это все рассказать. Именно это быстро соберет новую нормальную жизнь. Без вот этих тайн, без кривых вот этих всех намеков и прочего. Мне тут тебе больше сказать нечего. Давайте перейдем к третьему варианту. Да что ж такое, троечки? Что сейчас происходит в твоей жизни? Двойная игра у тебя, и ты устала от нее. Днем у тебя ровная жизнь, правильный образ, ночью ты переписки листаешь с конкретным мужчиной и подпитываешь свою надежду на красивый сценарий. Подругам не рассказываешь, чат чистишь, знаешь, эта связь, она не оформлена, но тянешь ее дальше. Он не свободен, и ты знаешь это. Поэтому все держится вот в редких сообщениях, в редких обещаниях. Ты живешь ожиданием и сама поддерживаешь это ожидание. Встреч за последние недели почти не было. Только разговоры, только планы. И ты чувствуешь, что пауза тянется. Но отпустить ты не готова. И внутри уже есть понимание, глубоко-глубоко где-то внутри, что ты обманываешь как себя, так и его. А он тебя тем более, потому что удобно. От жены сбежал, к тебе писюльку выгулял, ничего не должен, убежал. Сейчас твоя жизнь личная вот эта, она как картинка на расстоянии. На словах красиво, а по факту пусто. Что судьба приготовила для твоей личной жизни? Резкий сдвиг. Мужчина, с которым вот эта переписка, он выйдет, вот, как сказать, с жесткой инициативой. Позвонит без предупреждения, приедет, сядет напротив тебя и прямым текстом скажет, чего он хочет от тебя и в какие сроки он этого хочет. Острый разговор, но честный. Все вот эти расплывчатые обещания, они за один вечер закончатся. Конкретика будет. Про формат связи, про график встреч и прочее, и прочее. После этого разговора ты перестанешь ожиданием жить и начнешь жить решениями. Лишняя твоя романтика сдуется, появится четкая рамка. И, конечно, дальше ты перестанешь проверять там его реакции и начнешь смотреть просто на поступки. Эта встреча, она выключит сомнения. Ты в эту встречу поймешь, продолжать это или закрывать окончательно. И судьба подведет тебя к ясности через вот этот быстрый шаг и слова, как говорится, в лоб. Стать счастливой, как в этом всем. Пауза тебе нужна. Пауза и честные действия из, как говорится, мягкого состояния. Выдели 2 недели для себя. Телефон выключи, прогулки в одиночестве без него. Понимаешь? Знаешь, выбери одного человека, с кем тебе по душе, и поговори с ним без игр, без тестов, без... не про любовь, подруга, например. Понимаешь? И переписки обрежь, где тебе не отвечают вовремя. Понимаешь? Ну,
Твою жизнь сейчас нужно заполнить заботой о себе, а не о нем и не об вот этом переживании про его жену. Понимаешь? Какой совет в раздумье, хватит сидеть. Прими решение, которое ты уже знаешь, но ты ничего не делаешь, и зафиксируй его действиями. Поставь там крайний срок в календаре, там, например, на 3 дня, да? И в этот день ты либо закрываешь все это общение с ним и чат удаляешь, либо оформляешь связь через, как говорится, понятный формат и договариваешься, что дальше, без третьего варианта. До этого срока убери лишний шум. Никаких переписок, никаких вот этих блужданий по его соцсетям. Никаких, как говорится, подглядываний через расклады в его, чего он там думал и так далее. А в день решения поговори коротко и по делу. Говори, мне нужен ясный формат. Не редкие встречи без дела. Ну как без дела, компот, разбежались. Если он ответит расплывчато, ставь точку и не возвращайся. Понимаешь? Дай себе там месяц на закрепление вот этого выбора. За это время придут новые приглашения и живые контакты без вот этого хвоста. Я про жену говорю. Твоя сила, она сейчас в ясности и в дисциплине, больше ни в чем. Не знаю, сегодня какие-то расклады, мне аж всех вас жалко, но и кого-то не жалко даже. Ладно, я ничью сторону не занимаю, что карты показали, то сказал, по-другому их никак не прочитать. А выдумывать не буду. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что я всегда рядом.